Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на канале «Каревая жизнь на Кипре». Ребята, всем привет! Сегодня мы хотим поднять очень важную тему, которая волнует множество людей, живущих во множество странах. Это тема бюджета. И сейчас мы хотим в своем ролике рассказать непосредственно про наш бюджет на Северном Кипре, месячный бюджет на Северном Кипре. Он будет состоять из основного бюджета, из основных затрат, которые необходимы нашей семье для того, чтобы жить. Я не буду рассказывать про дополнительные какие-то расходы, которые каждый человек понимает, что они могут возникнуть внезапно, или они могут как роскошь быть. То есть это мы не берем. А мы хотим сейчас рассказать про основной бюджет, на который мы живем на Кипре. На самом деле бюджет может быть очень разный, зависит от ваших потребностей. Кому-то достаточно сидеть дома, выйти погулять, а кто-то будет каждый день ходить по ресторанам. Поэтому мы возьмем конкретно наш пример и сколько нам хватает денег в месяц. Да, сколько нам хватает в месяц на самое главное. То есть мы не будем рассказывать про какие-то шопинги, какие-то рестораны. Мы берем основной бюджет. Это можно дополнительно затронуть потом, сколько на рестораны можно потратить. Но на самом деле, если сравнивать с тем же Минском, уходит очень небольшая сумма. Рестораны тут довольно-таки, скажем, недорогие. Основной бюджет, основные затраты у нас составляют это питание, это коммунальные услуги и образование, и различные репетиторства образования. Что касается питания, то мы подбили так бюджет такой минимальный и поняли, что нам необходимо в районе 600 евро на месяц на нашу семью на пропитание. Это при том, что мы не малоежки, но это при том, что мы не едим икру черную, устрицы и какие-то экзотические, супер экзотические вещи. Это обычная еда, как привык есть обычный человек. И мы не вегетарианцы, мы едим мясо каждый день, да, в небольших порциях. Сколько усвоится белка, столько мы не едим килограммами. Мясо, рыба у нас присутствует постоянно. Мы едим молочные продукты. В общем, мы стараемся не есть пищевой мусор, все вот эти какие-то йогурты непонятные, только едим натуральные йогурты. Мы не едим печенье у нас какого-то там сладости, нету колбас в холодильнике. Но мы периодически можем купить, мы обычно покупаем, это все съедаем, и все, у нас опять ничего нету. Такого вредного в смысле. Вот. То есть мы на бюджет на питание тратим 600 евро. Из них мы раз в неделю покупаем на 100 евро обычной еды, каких-то хозинвентаря, порошки, то, что необходимо для жизни, туалетной бумаги. И 50 евро в неделю это фрукты и овощи. А все остальное, какие-то мелкие расходы, я вам сейчас это не рассказываю. Если ребенок захотел за морожком или что-то еще сходить погулять, или мы пошли куда-то гулять и себе что-то покупаем, мы это не берем. Вот мы берем основную еду, это 600 евро. Это очень хорошее питание, разнообразное, качественными продуктами на семью 4 человека. 2 взрослых и 2 ребенка. Дети у нас хорошо кушают. Вот. Второй пункт – это коммунальные услуги. Так как мы живем в комплексе, в котором нет обслуживающей организации, мы сэкономили, скажем так, потому что по Кипру 30-100 долларов стоят коммунальные услуги. Именно содержание комплекса. Но услуги зависят от величины комплекса. Если комплекс большой, с множеством бассейнов, то там будет намного дороже, чем маленьких комплексов. Да, это надо учитывать при покупке недвижимости. Многие об этом не думают, а потом удивляются. А это обязательные платежи. И у нас мы платим по 10 долларов, мы сбрасываемся, приезжает мужчина, чистит нам бассейн, женщина раз в месяц она подметает, моет, в основном это мы делаем сами и не мусорим. И подстригаем растения. Мы даже субботники устраиваем, убираем вокруг территории. То есть мы сами. Поэтому 10 долларов, таких цен нету. Но мы говорим про себя. У нас 10 долларов стоит содержание комплекса. Вы можете рассчитывать в среднем в районе 30-50 долларов. 50. Далее. Большой такой расходный
затратный пункт – это электричество. Мы как-то попали здесь на такой период, когда мы не пользуемся кондиционерами, поэтому мы за электричество платим 30-50 долларов. В период мы не пользуемся кондиционерами. С кондиционерами я знаю, что где-то 120-150 долларов в месяц нужно тратить на электричество. Это небольшая, если квартира. И если постоянно там стираешь, вот, посудомойка, живешь, это где-то вот так. Мы тратим, мы вот в межсезонье такие попадаем, и у нас без кондиционеров, и получается где-то 30-50 долларов. Далее, есть такой расход, как газ. Сколько ты заказывал газ, привозили, стоил баллон? Ну, баллон газа в данный момент немножко подорожал, но сейчас он где-то 120-130 лир стоит. Когда мы приезжали, меньше. это было около 80. Меньше 20 долларов стоит баллон газа. Вам его хватит на 2, а то и 3 месяца. То есть вот такой расход. То есть это мы берем по 10 долларов, округляем 10 долларов за газ. Ну, газ это только для готовки, то есть тут нету такого, что отопление, то есть именно газовые баллоны, которые используют именно для готовки пищи. Да. Вода. Мы пользуемся водой много, мы много стираем, я много постоянно все убираю, мою, у нас вода не выключается. И мы за воду платим где-то в районе 10-15 долларов в месяц. Итого, если подбить наш бюджет, 10 обслуживания территории, берем среднюю цифру 50 электричества, это уже 60, плюс газ 10, это 70, и вода пусть 20, 90. И у нас очень скоростной, хороший интернет, потому что наша работа связана с интернетом. Я провожу онлайн-тренировки, нам нужен хороший интернет. И мы его за него платим 35 долларов, хотя другие платят и по 20, мы знаем, по 15. Ну, понятие скоростной хороший интернет это применимо к Кипру. Потому что если сравнивать его с Беларусью, тут максимальная скорость интернета это в районе 20 мегабайт. Тут нету ни оптики, тут все идет через спутник. Поэтому для Кипра это, в принципе, неплохая скорость. Но для других стран это уже немножко... Да, и вернемся к бюджету. Я как бухгалтер, я 10 лет работала бухгалтером, для меня дебет-кредит, подбить бюджет. Итого в районе 120-130 долларов мы тратим, это с запасом, я сейчас говорю, мы платим за коммунальные услуги. Это мы пользуемся, ничего не экономим, нормально пользуемся. Но это без сезона, это без июля-августа, кондишены, мы отсутствовали тут. И это будет еще, я знаю, что декабрь, январь, февраль на обогрев будет работать и март кондиционеры. Это вот посмотрим, как оно будет. Вот. То есть 120 долларов в среднем мы тратим на нашу семью с супер интернетом, с водой, с газом, со светом мы не экономим, мы платим в месяц. Итого, я сказала, 600 евро, это где-то в районе 800 долларов и 120 долларов за интернет. Итого у нас 920 долларов, ближе к 1000. То есть питание и коммуналка около 1000. И последний такой пункт важный. У нас ребенок учится в частной школе, у многих кого-то там не учится, то есть сэкономите. У нас в районе 400 долларов в месяц образования мы посчитали, плюс репетиторы, курсы, и там 100 долларов. В районе 500 долларов у нас мы тратим на ребенку на образование. Итого на нашу семью 1500. Это на проживание, на основу. Это, у нас нет автомобиля, мы не берем автомобиль, иначе это еще плюс 100-200 долларов на автомобиль. То есть это я вам сейчас сказала, обычно питаться без каких-то там загруженных холодильников, без конца каких-то... Мы едим так, нормально, но мы не обжираемся, но в то же, извините, но в то же время мы не голодаем. То есть это обычное в меру. Поэтому, когда вам говорят, что семья живет на 200-300 долларов, не верьте, это неправда. То есть здесь такие же цены. Ну есть же семьи вегетарианцев, например. Вегетарианцев, да, они не едят мясо, они не едят тут яйца. Фрукты, сезонные овощи, они стоят копейки. Не едят молочку, то есть они экономят значительно, да, такие люди экономят, но они заменяют эти продукты дорогими орехами, авокадо и так далее. То есть они тоже нормально там тратят деньги на, если нормальные вегетарианцы и хотят быть здоровыми, то им нужно другую еду. Ну, здесь, конечно, для вегетарианцев рай, сейчас немножко подорожали цены, я заметила, а зимой они, когда вот сезон здесь растет, не горит, как сейчас, то здесь цены значительно ниже, и они тут, конечно, ради этого, конечно, мы тоже приехали, потому что мы любим покушать овощи.
Вот, то есть $1500 плюс автомобиль, это, например, $100-200, как кто будет ездить, как что-то тратить, кому что надо, я не знаю. Но вот у нас $1500 уходит на жизнь, на нашу семью в месяц. Ну, опять же, это зависит вопрос передвижения. Если у вас есть автомобиль, то вы будете тратить на топливо. В принципе, на топливо денег уходит не особо много. Ну, я сказала, $100-200 где-то. Мы просто у нас был автомобиль, и мы знаем, что мы Ну, заправляем. тут небольшие расстояния, тоже смотря И сколько автомобили с маленьким Да. расходом в основном. Да, если вопрос снимать автомобиль, то минимальная цена начинается от 10 фунтов. Это в сезон. Не в сезон можно, в Минимум. принципе, договориться. Здесь по поводу Плюс-минус. автомобилей мы вот расскажем отдельную тему. Здесь есть такой момент, что здесь автомобили стоят аренда столько же, сколько аренда квартиры. Поэтому здесь автомобильный бизнес и аренда это, и их нету. Мы сейчас не можем взять в прокат автомобиль, мы ждем. Нету. Автомобиль за 17 фунтов мы ждем. Представляете, в день за 25, за $30 мы еще ждем. Его нет в наличии. Ну, это сезон пока. Вроде, когда сезон закончится, уже ближе к зиме, и цены упадут, и автомобили должны быть в наличии. Да. Ну, это другая тема. Вот главная тема бюджета основного — питание, коммуналка, образование. Мы вам рассказали. Вы смотрите сами, подбивайте свой бюджет и приезжайте к нам на Кипр. Давай немножко затронем еще тему ресторанов, кафе и прочего. Давай. Также к этому бюджету можно посчитать цены на рестораны и шопинг. Шопинга как такового особого здесь нету, здесь нечего покупать, люди ходят в майках, шортах, тут даже если хочешь нарядиться и куда что-то там накупить, это не очень-то получится. Ну, некоторые находят, но здесь таких магазинов там дорогих, даже каких-то серьезных я не видела. Здесь такие, это Вайкики, де-факто, ну вот такие. Либо если... Турецкие фирмы. Да, если брендовые, то это все подделка, это будет Louis Vuitton за $5. То Не, ну есть магазины Dolce Gabbana, мы заходили. Ну, это вопрос, правда, там подделка или не подделка, Ну, но в они общем, есть. В общем, по шопингу тут вопрос каждый как хочет одевается и прочее. А вопрос ресторана и времяпровождения, конечно же, это тоже такой затратный момент. Но здесь цены, да, недорогие, как Андрей сказал. Один поход в ресторан в среднем, ну, самый дорогой, наверное, у нас был, когда мы в Пэрис пошли, да, вот на 4 человека 1000 лир мы заплатили. Ну, это морепродуктов, целая куча там и всего такого. Ну, это больше $100. А так это поход, это в районе где-то 30 евро средняя цена, вот хорошо, 20-30 с алкоголем. Это с алкоголем, например. Мы, кстати, да, есть люди, которые не употребляют алкоголь, и у них бюджет, естественно, в месяц меньше. То есть цены вполне демократичные. Да. Скажем, если сравнивать с другими странами южными, то есть с Испанией, с той же, намного все ниже. Ну да, мы отдыхали вот в Дэнии, в стране, в которой я хотела, в Испании, в городе, в котором мы хотели купить недвижимость. Мы отдыхали там в отеле, у нас было все включено, и мы выходили вечером на прогулку. У нас были деньги, мы ни в чем могли себе не отказывать на то время, да, и мы заходили в рестораны, мы смотрели, что там стоят коктейли по минимум 20 евро, а любое блюдо начинается от 30 евро, в среднем 50 евро, то есть там нас двоих покушать стоит не меньше 100 евро, это просто коктейль, какое-то там такое блюдо. Мы вот даже разворачивались и уходили. Ты помнишь, как мы в Барселоне позавтракали на 75 евро? Да. Взяли круассан, 2 кофе, по 2 круассана, по кофе и... Ну, что-то такое там ребенку, да, и там, то есть все как-то 10 евро круассан, ну, мы в центре Барселоны, там все 10, кофе 10 евро или 15 евро, там круассан 10, это было, правда, уже, может, такого нету, это было лет, наверное, 5-6 назад, но цены, конечно, в Европе, да, кусают, более-менее это вот в Чехии нормально, и вот в Праге, мне, помню, понравились рестораны, и Польшу люблю, Варшаву, а если Австрия и дальше, то там Италия, то там цены, конечно, кусачие. Ну, цены понятно, то есть они тут невысокие, потому что, во-первых, валюта турецкая лира, если было бы евро, или страна в еврозоне находилась, все было бы намного дороже. Из-за того, что лира, тут, в принципе, цены очень даже нормальные. Нормальный, но не бесплатно. Кипр любит деньги. Я скажу, что некоторые сюда собираются приехать, у людей, у которых нет дохода, начинают искать здесь работу, которой здесь нету.
начинают рассчитывать на бюджет, который там где-то им приходит в районе $200-300, а потом жалуются, плачут. Я лично знаю такие истории и уезжают. Поэтому здесь, как в России, как в Беларуси, цены ни выше, ни ниже. Мне кажется, в среднем так же. Что-то выше, что-то ниже. В общем, рассказали мы вам свои тайны. Все, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях вопросы, ставьте лайки. Все, ребят, спасибо, что нас смотрели. Пока-пока всем. Пока-пока.